Здравствуйте всем! Сегодня у нас 14-й день Золотого пути души. Вот мы и пришли, наконец, к финалу нашего курса, который я вам делала, давала. Пожалуйста, если он вам был полезен, поделитесь им с теми, кому это необходимо. Потому что, возможно, мой курс из 14 уроков, из 14 раскладов поможет кому-нибудь, и человек, спасет жизнь, даже так. Потому что я это чувствую, что на самом деле мы распаковывали очень сложные глубинные процессы. И у людей настолько... Просто мне тысячами пишут люди, насколько резонирует, насколько в их жизни происходят просто чудеса, и меняется жизнь, меняется. Смотрите, что я вам хочу сказать. Сегодня у нас тема финального расклада – это любовь. То есть, вы понимаете, мы закономерно пришли к любви. К самому главному, что должно наполнять ваше сердце. Потому что чем наполнены вы изнутри, что вы излучаете, то и получаете. То есть если мы наполнены любовью, любовь это в широком аспекте, то есть к мирозданию, к людям, к близким, ко всему живому, к природе, к себе. Любовь в вас самих, если расцветает, ваши обстоятельства будут меняться, потому что вы уже не соответствуете чистоте дьявола, понимаете? Чистота дьявола это низкие уровни, это низкая вибрация, это тогда, когда вы проваливаетесь на эмоциональных качелях, можно глубоко так туда провалиться. Давайте я немножко посветлее сделаю, мне кажется. Что-то. Вот так. Так. Многие, знаете, вот смотрите, люди вообще делятся на категории, не как категории, а как... Я вам сейчас как целитель расскажу, как шаманка. В разных тоннелях мира живут люди. Если ваш тоннель мира, то есть это ваше восприятие, он на одной частоте. Если он не совпадает с другим человеком, то есть вы никогда не встретитесь, понимаете? Вы встречаетесь с определенным количеством людей, определенного качества, что ли, как сказать, с характеристиками. Вы поймите, если, например, такая есть пословица, да, все говно к моему берегу. Если так, вы задайте себе вопрос, что во мне есть такого темного, что притягивает вот это все. Если к вам постоянно прилетает, приплывает какой-то негатив, значит у вас есть негатив в вас самих. Если же вы полностью начинаете вот так светить, вот так, это прорыв, это свечение, это когда вы двигаетесь вперед, то это к вам притягивается и соответственная чистота, и люди с соответственной чистотой. Поэтому не надо мне говорить, писать о том, что, например, женщины у нас очень любят. Я такая вся в белом пальто, белая пушистая, они все не меняются там. Значит, вы, девушки, вибрируете на этой чистоте и живете в этом тоннеле мира. То есть это сложная система на самом деле. Вот, поэтому любовь. Что такое любовь? Это самое главное.
энергия, которая исцеляет, которая способна исцелить любую болезнь, любой негатив, любую черноту она способна исцелить и поднять. Вот это любовь божественного порядка. То есть это когда оттуда приходит к вам. Вы прошли очень тяжелые кармические уроки, очень тяжелый опыт. И сейчас у вас открываются перспективы. На самом деле сейчас вы вот такой человек Ирбис. Ирбис — это снежный барс. Это у меня таежный оракул. Я просто заранее достала, поэтому я вам зачитаю, что это обозначает. Находясь на вершине, позаботьтесь о тех, кто не смог туда подняться. О чем я вам и говорила. То есть, если кому-то из вас помогло мое видео, помогли мои расклады, поделитесь с теми, кому это действительно нужно. Это царь гор, это символ власти, силы, благородства, храбрости, чести. Он таинственный, неуловимый, загадочный. Да, вы пребываете в своем измерении. Больше я не буду зачитывать. Вы пребываете в своем измерении, потому что, пройдя вот эти практики, которые я вам давала, они сильнейшие, они работают на всех абсолютно. Вы сейчас поднялись вообще в другое измерение. Вы увидите, что в материи у вас совершенно меняется реальность. То есть вот на материальном плане совсем по-другому. Вот мне девочки писали, это так интересно. Я за собой это тоже замечаю. Вот хоть чуть-чуть, если я допускаю в себе вот эту вибрацию какую-то, знаете, частоты, немножко понижаю ее, какой-то негативчик такой, чуть-чуть, вот здесь чуть-чуть, там хватануло, все, мне мгновенно прилетает, причем это на физическом плане мне прилетает, именно физическое здоровье, вот. И я очень рада, что я наконец смогла выйти к вам с раскладом, потому что моя доченька заболела, вот, я не могла, то есть я была не в ресурсе для того, чтобы вам сделать вот такой сильный расклад. Итак, что такое любовь? Однажды у меня был духовный опыт, духовное переживание, когда вы знаете, ко мне просто приходили, мне было очень страшно, это был сон, темные сущности, какие-то миры, вот знаете, когда ты погружаешься в какое-то днище просто полнейшее. Причем я знала, я ехала просто в другой город, и я чувствовала, что что-то будет не так, и оно действительно так и случилось. Но когда мне было особенно страшно, ко мне пришел в сон Николай Чудотворец и сказал мне такие слова: любовь сильнее всего. Я это запомнила на всю жизнь. И я вам это передаю. Любовь сильнее всего. Поэтому всегда, когда вы чувствуете, что вы падаете, когда вы лежите на дне, когда вам особенно трудно, вспомните об этих словах, вспомните о том, что любовь, и только любовь способна исцелить вас, как на физическом плане, так и в тонких материях. Ну а то, что вы излучаете, это вот закон Вселенной, это закон притяжения. То есть, если вы хотите притягивать к себе прекрасные события, процветание, успех, ну вот чтобы вот хорошее что-то было, то есть вы чувствовали это, то вам нужно
свою частоту повышать. И повышать, и повышать, и еще выше, и постоянно держать вот эту вертикаль света, о чем я вам и говорю в этих раскладах. То есть вам нужно держать эту частоту. Все равно, несмотря на то, что в материи может и прилетать, и быть откат, обязательно откат будет. Потому что вот мы в 13-й день, я об этом говорила как раз вот во вчерашнем дне, что если мы поднимаем донный ил, а мы этим и занимались как раз-таки все 14 дней. Мы просто залезали в такое вот дно и ходили как раз вот на дне Марианской впадины. Понимаете? Когда вы вычищаете этот ил, ну, естественно, сначала всем хорошечно, ну, просто вот летаю, классно, энергии моря. Это мне вот тоже писали люди. Потом какой-нибудь откат, вот прям вот прилетает, либо на физике валяюсь, не могу, да потому что тело ваше физическое не успевает за сознанием. Сознание уже трансформируется, а для физического тела еще нужно время. Вот, поэтому дайте себе это время и, ну, просто знайте о том, что да, это откат, да, это будет обязательно, но без отката никуда. То есть вы не будете всегда теперь, вот прослушали 14 дней расклада, Юльку послушали, все теперь, можно теперь всю жизнь вообще вот так вот ничего не делать. Нет, так не получится. Вот у вас что еще выпало. Это карта рода. Ничего не видно. Ничегошенько. Вот так вот. Так виднее? Смотрите, девушка идет и подсвечивает себе сама. Вот эту хтонь вы должны сами поднять, вот так руками развести, тучи разведу руками, только свои тучи, не чужого человека, не другого человека, а себе. И с верой и правдой в себе, правда тотальная, бескомпромиссная правда, идти теперь вперед. Вот с этой подсветкой, вот с этим вот наполнением внутри, понимаете, почему она проходит сквозь препятствия, почему она проходит сквозь вот эту тьму? Да потому что у нее есть вот эта сила внутри, сила любви внутри и вера. Вы сейчас источаете вот этот внутренний свет, который вас ведет. Я вам подсветила только как маяк, куда вам нужно стремиться. И если вы притянулись на мой канал, если вы притянулись ко мне, ну, значит, вам это необходимо прямо сейчас услышать. Вы сейчас обрели уже силу творить свою судьбу сами. Поэтому золотой путь души уже у вас начался вот этими вашими шагами. На самом деле вам будут даваться, сейчас я просто на дне колоды смотрела, еще посмотрим, ну вот, новое начало. Вот у вас сейчас начинается буквально новая жизнь. Новая жизнь. Новая жизнь — это с творческим наполнением. Посмотрите. Знаете почему? Это вот как третий глаз у нее, но это не холодная энергия, это теплая энергия, это горячая даже энергия в вас самих. Это как лава, магма внутри земли. То есть вы должны чувствовать эту магму внутри себя, и вот это намерение у вас должно быть абсолютно четким и бескомпромиссным. Я иду только в свое счастье. Вот так. То есть вы говорите это как мантру: душа моя, веди меня, и вы идете. Так, кто-то еще пока не идет. Чего ждем? Ага, это прошлое. Дьявол. А вы обнуляете своего дьявола. И миром завершаете этот процесс. Кто-то много чего ждал. Ждал там проявления человека, ждал любви, ждал там, когда наконец-то я смогу выйти в свое предназначение. Ждал. Вот, разбитое сердце было, душа кричала от боли. Вам дается шанс начать новую жизнь. Вот с этой осознанностью, теперь вы осознанные люди, вы теперь не сможете сказать даже себе, что ой, да ладно там,
Нет, вы уже прослушали эти 14 дней, и вы будете соответствовать вот этой частоте, которой я вас пододвигаю. Это высокая частота, поэтому дьявол искушал, конечно. Давал вам вот это мнимое соблазны, возможно, были, в откаточку обязательно. Либо какой-то, вот знаете, вот, ну действительно соблазн прям вот. Но вы не пошли на это. Вы просто обнулили его, этого дьявола, сказали нет. Я по-другому хочу. Это совершенно новый путь. 0. Совершенно другой путь. Это вот нулевой аркан. И миром все это завершаете. То есть вы понимаете, что вы вся Вселенная. Внутри вас вся Вселенная. Так. Откуда ушли? Так. Мы ушли... Не могу, заговариваюсь уже. Вы ушли, знаете, откуда вы ушли? Мужчины, вы ушли от холодной позиции, когда такой только вот разум, только логика, только вот холодный расчет какой-то. Вот вы от этого ушли, потому что я в вас уже заложила эту чистоту. Меня многие мужчины слушают. Я в вас сейчас зажгла вот эту искру внутри вас. И вы знаете, что вы живой человек, и вы можете любить, можете светить этому миру и следовать своим путем, и истинно счастливым. Девушки, вы вышли вот из этого положения, когда болела, когда страдала, когда в стагнации была. Очень быстро. Ну, ребят, 2 недели для трансформации, это действительно быстро. Ну, то есть люди годами вообще к этому идут. У вас исцеление произошло. Причем у меня аудитория и мужчины, и женщины, вот оно, исцеление и мужских, и женских аспектов у вас, то есть мужского и женского, черного и белого. Белый – это мужчина, черный – это женщина, потому что женщина – это темнота, это тайна, это непроявленность. Мужчина – это свет, это солнце, это проявленность в мир, поэтому мы такие разные. То есть женщина, она больше в тайном таком, но она как загадка, да. А мужчина, он более, он светит этому миру. Так, у вас сейчас открываются эти перспективы, дороги для обретения любви. Женщины, особенно вы, сейчас будете наполняться этим внутренним эликсиром. Вы, кто не знает, что это такое, это женская сила внутри вас. Вот она, притягательность, вот она, манкая энергия, вот она, любовь. Эта сила огромна внутри вас, и она способна исцелять. Видите, девушка как в ауре сидит, то есть она вот вроде как, ну, в общем, это счастье, то есть вы к этому идете. Защищая свои границы, всегда держа вертикаль света и вокруг вас как аура. Сейчас я и про мужчин, про женщин говорю. Мужчины, вы обретаете стабильность. Ну, это такой вот богатый мужик. В материи он просто, вот он заземленный. То есть этот человек, он стабильный. Он стабильный. Он сам по себе основательный, фундаментальный. Личность большая у него. То есть он может взять ответственность за своих людей, за людей, которых он любит. А знаете, как вы это все обрели? Через самоценность себя, пробуждение в себе любви к себе. Так, это вот иллюзии, фантазии. Понятно, вы сейчас можете осуществить любую свою мечту, любую. То есть вы, смотрите, человек выбирает чаши, это вот мечты, какую мне выбрать, эту. А здесь выбор, то есть уже выбор сделан, это тройка жезлов. То есть вы уже видите, смотрите вперед, и вы готовы вступить на этот путь. Выбираете именно то, что вам резонирует, с вами резонирует на одной частоте.
Многие не знали вообще, как начать нормально коммуницировать со своими близкими, в семье там проблемы, например, с партнерами. И вы сидели в глубоком разочаровании, вы постоянно боролись, у вас война внутри вас была, конфликт какой-то, постоянно конфликтность, либо конфликтность в семье, либо конфликтность в самом, в своем сознании, да? И это именно связано с прошлым вашим, потому что мы сейчас на этом курсе мы вычищали все ваше прошлое, соединяли его, принимали его и находили ему место, этому прошлому в вас, для того, чтобы вы стартанули, старт взяли с этим наполнением, не как с обузой, как с грузом, а именно как опыт, глубокий опыт, который душа пережила. Много-много уроков проходили, по башке постоянно получали, нормально. Так, погружались. Но это вот тоже вот рыцарь Пентаклей, это мы с этого начали наш курс, это глубина, это погружение. Этот человек вообще, он медленно двигается, но он основательный. Он тоже пентаклевый, то есть это в материи проявленность всегда. Проявленность во всем. То есть этот человек, он никуда не спешит. Да, он медленный, бывает прям тормозит, но он, знаете как, он как марафонец, то есть он медленно, но верно, он идет к своему, прет просто напролом всех препятствий, он идет к себе, к своему, да. Но тут вмешалась сама судьба в виде меня. Я вам подсветила этот путь, и вы уже готовы отплыть в этой лодке, отплыть к своим хорошим, прекрасным берегам, к золотому пути души. Собственно, что вы сейчас и делаете. То есть это карта быстрого вообще-то движения. Туз Пентаклей. Вам дается шанс в материи. Это новое начало, новая жизнь, буквально новая жизнь. Когда, знаете, новая жизнь не с понедельника, а вот сейчас она у вас начинается. Через обучение. Кому нужно, обязательно прослушайте еще раз. Кто-то записывайте, кому, да, потому что, вы обучались быть как раз творцами своей судьбы, сами, творцами своей судьбы. Я не договорила. Девочки мне пишут, что как только сделала практику на отпускание бывшего, причем с благодарностью, то есть у нее наполнение другое внутри, и тот человек, поверьте мне, он почувствует то, что у вас что-то изменилось, ваши вибрации изменились, и тот человек проявляется совсем иначе к вам. Вот когда вы с благодарностью действительно отпускаете, у вас кроме благодарности к этому бывшему партнеру, бывшей партнерше ничего не осталось, если вас наполняет именно внутри вот это свечение любви, не к тому, что конкретно вы сейчас будете опять прощать этого человека, впускать его в свою жизнь, нет. Если вам он не нужен, все, вы прошли с ним кармический урок, все, вы идете в свою жизнь прекрасно, то тот человек это чувствует. То есть если вы с негативом, то вам будет прилетать по шапке со всех сторон. Вы как будто аккумулируете в себе вот эту башню, как, помните «Ночной дозор»? Вот там девушка, я забыла, как ее зовут, актриса, вы помните. У нее воронка над домом была. Знаете почему? Потому что у нее был негатив сплошной внутри нее. Она излучала только этот негатив. И поэтому все ломалось, заболевали люди, какие-то происшествия, аварии, вот это все. Вот сейчас выдохните прям. И полное чувствование себя, своего тела через дыхание. Почувствуйте его. И почувствуйте только любовь и благодарность к этому опыту, к этому миру. И да, те люди, с которыми вы адекватно, мягко, как по-доброму попрощались, то есть
он пошел, человек, другой дорогой, своей судьбой, вы ему ничего не сделали, то есть он пошел своей судьбой, просто ваши пути разошлись, и это произошло мягко, без вот этих вот, знаете, когда конфликт на конфликте, когда вы просто вот на мечах прям боретесь, нет, а вы пошли в свой путь. И тот человек чувствует, что у вас вибрации другие, вас нечем зацепить, вас бесполезно манипулировать вами, потому что вами невозможно манипулировать. Вы любые манипуляции считываете вот так вот просто. И не позволите никому манипулировать вами, виноватить вас и так далее. Кстати, когда завиновачивают, это особый вид абьюза, это называется газлайтинг. Вот так. Кому надо, я вам сказала, что как это называется. И вы научились творить свою вселенную сами, энергию свою. Смотрите, этот человек наполняется этой энергией и исцеляет сам себя. Сначала он исцеляет себя, свое тело, свое поле, потом он выходит уже в этот мир, в поля и действует там. И вы вскакиваете в эту колесницу, верхом причем. И этот человек, он азартен, с одной стороны, но с другой стороны, этот человек умеет управлять вот этими энергиями, черным конем, белым конем, то есть он спокоен, потому что у него сознание спокойное, и его не колошматит в разные стороны. Так, это же ценность. Вы придете к ценному союзу. Кому надо, кто заказывал себе любовь на все времена, пожалуйста, через ценность себя, через проработку вот этого урока, это уроки, смотрите, я два ряда выложил, вы придете к этой любви. Я вам сказала, вам нужно верить, только вера и сила внутри, но не ждать, верить и действовать. Вы сейчас, что я сделала? Я самое главное сделала для вас. Я помогла вам обрести внутреннюю целостность. Я собирала вас буквально по кусочкам. Многих действительно нужно было собирать, потому что люди были в кошмарном положении. Ну реально, то есть они не знали, как двигаться дальше, и тут YouTube им подбрасывает меня, и я им подсвечиваю путь. Вот, вы приходите к этой личности, это опять же путь, это не один день. Человек, когда сам себя выстраивает, то есть это девятка пентаклей, это что мужчины, что женщины, вы сейчас приходите к этому, это ценность себя, и это вы ценный персонаж для Вселенной. А почему вы ценный персонаж для Вселенной? Можно узнать? Потому что смогли что сделать? Фундаментально. Вы смогли побороть вот такое состояние депрессии, болезней, идиотских отношений. Я по-другому не могу сказать. Вы поставили на это башню, сказали: все, хорош, я не буду в этом жить. И научились брать и давать, и брать дары от Вселенной, это от Господа Бога, вот это дары, когда дары, они же не просто вот Господь Бог вам сегодня там, нет, это вот, знаете, это когда ты, например, к примеру, у тебя ужасно болит спина, да, просто вот невозможно уже. А нужной суммы, допустим, нету, да, для массажа, там, для курса массажа. А тут раз, и тебе из какого-то источника, вне зависимости от тебя, то есть ты не просил, просто тебе раз и дается. Вот тебе сумма пришла, иди на массаж, к примеру. Вот это точно так же. Вы научились благодарить. Вот это, кстати, карта равноценного обмена, когда вы умеете благодарить, и вам Вселенная еще больше, ты умеешь благодарить, ты не
человек, который, вот знаете, когда бывают, бывают жадные люди, да, бывают, например, вот сплошь и рядом, вот, допустим, даже вот YouTube возьмем, да, посмотрели какой-нибудь сеанс, посмотрели специалиста, посмотрели, послушали, ага, на ус накрутили, там, да, ну классно вроде все разговаривает, хорошо, все нормуль, лайк не поставят, комментарий не напишут, просто прошли мимо. Типа так и надо. Нет, ребята, работает только взаимная благодарность. То есть я вам даю свою энергию, к примеру, я на себя сейчас, я вам даю свою энергию, а это очень много энергии. Я когда выхожу, потому что я не делаю, как знаете, я делаю как для себя. Вот как бы я хотела, чтобы для меня сделали расклад, чтобы докопались до глубин, чтобы не было вот этого поверхностного, знаете, такого флера какого-то, там послушала красивые слова и все. Нет, я хочу задеть вас за живое, чтобы вы начали действовать, и чтобы вы начали свою жизнь жить с прекрасным наполнением. Итак, сейчас. Так, девушки обрели легкость вместо тяжелого того, чего вы тащили. Каждая знает, что тащит с собой, какой груз прошлого вы тащите. Каждая знает. Чувство вины знает. То, что она холодная была, как это, королева мечей, это вот холодная тетка, которая, знаете, ну, как ее зовут? Забыла. Ребят, подскажите, мультик. Я забыла, как ее зовут. Королева, господи, зимы, которая... Кай, Герда. Ну все, это уже... это уже не лечится. Вы обрели легкость. Вы обрели легкость. То есть вы танцуете теперь. Вы наполняетесь, даже коммуницируя с девушками. Например, вот у нас чат в моем телеграм-канале, пожалуйста, подписывайтесь обязательно, потому что мы там делимся, у нас свое сообщество, я там часто пишу, то есть вы можете написать о себе, о своем переживании, и человек другой посмотрит, ну смотрите, ну то есть сопоставить со своим. Это важно на самом деле, вот эта отдача очень важна, когда, знаете, когда единый круг шеринга вообще это называется, то есть когда каждый человек, потому что я сейчас не разделяю девушки, мужчины, просто здесь изображено девчачий хоровод, на самом деле мужчин точно так же. Вам нужна поддержка, хватит закрываться, хватит... Надел маску, я холодный, меня вообще не пробьешь, я такой весь, а сам рыдает в подушку. Ну реально так. Ну то есть вы, может быть, и не умеете плакать, на самом деле вам можно плакать. Мужчины, я к вам обращаюсь, вам можно. Испытывать чувства вам можно. Я вам разрешаю сейчас и с этого дня испытывать всю гамму счастья и чувств. Вот это счастье к вам идет. Это когда наполнены все 10 чаш. Это когда у вас... Вам счастье с человеком находиться со своим, вам счастье заниматься любимым делом, вам счастье жить свою жизнь. Вот знаете, когда по счастливому сценарию наконец все пошло, не в тартарары, а по счастливому, прекрасному сценарию вот в новое. Это к вам пришла осознанность, это острая, это как молния, знаете, когда приходит инсайтом таким, либо во сне, либо, мне всегда не во сне приходит, мне приходит именно, сны мне, да, снятся такие, но именно молнии, прям четко, это всегда наяву, всегда, когда я сконцентрирована, собрана, но я не жесткая, понимаете, я могу воспринимать любую информацию, которая ко мне приходит, вот, в чем вообще отличие, например, меня как специалиста, я поняла эту особенность свою. Во-первых, у меня очень хорошо развито мышление логическое, аналитическое. Я очень хорошо сопоставляю все факты, всю информацию, которая мне приходит, а информация ко мне приходит из разных источников.
и со света, и с темных миров, и просто вот из жизни, да, я постоянно вот с людьми коммуницирую, и я понимаю, что во мне это как сказать, вот знаете, как коктейль, но он вкусный, то есть это когда вот из разных ингредиентов все это приходит ко мне, я это привожу в целостное состояние внутри себя и потом выдаю вам. То есть эта информация не просто отсюда нахватало, нет, это другая работа внутри меня идет, постоянная работа над собой прежде всего. Вот. И что? Так, кармический урок. Что, прошли, что ли? Ура! Вы прошли тяжелейший кармический урок сейчас. Либо пройдете в ближайшее время, он разрешится у вас по справедливости. Вы уравновесите в себе вот эту постоянно я на какой стороне. Нет, у вас полное равновесие внутри, стабильность. У нас уже была карта стабильности. Это какой день? 11, по-моему, да? Или 10, или 11? Нет, 10. Стабильность и счастье. Это был 10-й день. И вы по справедливости, у вас все решится. Все кармические узлы дочищаем, прослушиваем, если нужно, практики. Так, по луне что это? Девушки, прослушивая меня, делая эти практики, вы наполняетесь своей энергией. Лунная энергия – это женская энергия. Это когда вы верховная жрица, то есть это человек, который обладает тайными знаниями. Меня многие спрашивают, как вообще. Вот этому научиться невозможно. Я вам просто хочу сказать. Вы можете понахвататься, например, почитать там карты Таро, там что значения, основные значения карт, но вы никогда не поймете, как это читать в потоке. Потому что это дается только сверху, свыше. То есть этот канал вам нужно чистить, кому нужно действительно, кому это хочется, интересно вот это проходить и считывать знаки Вселенной, то есть ближе к Богу быть вообще-то, то начните, да, возможно, вам просто нужно почитать про значение карт, но вы не сможете делать вот такие расклады, если у вас не будет потока. Поток надо читать. Да, я, например, читаю карты не по значениям, которые вот написали в книжке, все вот. Нет, у меня совсем другое. У меня тут и родовые знания, плюс и моя личная сила, конечно. Вот. И вы выходите в победители. Здесь девушка изображена, неважно, кто меня сейчас слушает. Вы выходите в победители. В победители, смотрите, у вас ситуация, тяжелый кармический урок, когда духовная нищета, в материи полный провал, там, по деньгам просили, еще что-то. Потеряли многие деньги, например, здоровье потеряли. Через погружение в Луну, я сейчас вам объясню еще мужчинам, это вы, слушая меня, вы погружаетесь в тайные знания. Я вам даю тайные знания, мужчины. Я, как верховная жрица для вас. То есть человек, который обладает этими знаниями, я даю их вам. Да. Вы приходите к своей победе над этой ситуацией. По справедливости у вас все решается. По справедливости. Сейчас. Хитрости, обманы, предательство. Может, у вас в прошлом это было, да? Это прошлое, да? Вот она, карта сегодняшнего дня. Любовь сильнее всего, вот она. Это ваше сердце сейчас, поле сердца вашего светится. Она огромная, поле огромное. У многих вот состояние вот это, когда война внутри, конфликт, ревность, гнев, злость,
на людей, на подруг, на кого-то. Вот это карта обмана, вообще предательства. Но вот это все сменяется, потому что вы победили это в себе. Сменяется. Мужчины, вы сейчас обретаете вот эту целостность внутри. Вы король кубков, это очень чувственный, любящий человек. То есть вы способны чувствовать этот мир, чувствуете малейшие вибрации, и у вас просыпается любовь. Но это вот любовь. Кому действительно, вот мне кто-то пишет, например, да мне не надо уже, не надо партнерства. Ну, любовь-то, она не только в партнерстве, понимаете? То есть ваша задача сейчас выйти на свой счастливый путь, на свой счастливый сценарий, для того, чтобы не доживать эту жизнь. А сколько вам осталось? Вот реально, сколько вам осталось? Вы же не знаете этого. Вот если бы вам сказали, да, там такого-то числа ты уйдешь в другой мир, как бы вы жили? Чем бы вы себя наполняли? Вы бы, наверное, не вкручивались в эти сценарии, которые в негатив, не истерили бы, не гневались, в жертву не впадали бы, жертвить, вы знаете, когда? И любовь. Вот карты просто поют вам. Обретение партнерства по любви, по сердцу, по судьбе, когда с человеком вы идете по одной траектории, то есть у вас две дороги, понятное дело. Знаете, это еще как? Это когда вот безусловной любви, вот мне как-то написали, безусловной любви не существует. Но это в вашем тоннеле мира не существует этого. Вы поэтому и живете в негативе, и притягиваете негатив еще больше. Козлов, мужиков, ну потому что это женщина написала, там абьюзеров, нищету и все вот это вот. Я живу в другом тоннеле мира, поэтому меня это никак не колышет вообще. И вы также должны быть. Вы в свой тоннель идете, вас не должно сейчас волновать, что там думает обо мне даже самые близкие люди. Вы идете, вы поставили задачу себе, своей душе. Прямо сегодня вы ляжете спать, и вы скажете себе, своей душе: веди меня к счастью, веди меня к счастью. Вы поутру, когда встанете, проснетесь, вы почувствуете совсем другое наполнение. Может быть, во сне что-то придет, но в материи вы это увидите, почувствуете. Идти в счастье, это тоже выбор. Я иду в негатив или я иду в счастье? Посмотрите, я читаю вообще хроники Акаши, то есть ноосфера. Для меня она работает, по щелчку. Это совершенное совпадение. То есть вот у меня сейчас мысль одна, мне прилетает, например, название фильма или картинка, или в реальном времени я подумала там, о чем-нибудь, да, приходит такой человек, вот прям вот копия того, что я сейчас, я думаю, так, то есть ноосфера вот так работает, и она вам будет посылать вот эти знаки, то есть вы должны просто это считывать. В хрониках Акаши запечатлены, записаны все ваши жизни на протяжении всех ваших воплощений. И там миллионы вариантов, как это должно развиваться. Миллионы. Вы из этого миллиона сейчас, за эти 14 дней, вы разгребали вот эту вот всю кашу из миллиона вариантов и находили именно свой, вам резонирующий путь, с вами, с вашей душой. Вы его уже почувствовали, мне сотни человек, тысячи пишут о том, что я действительно чувствую, поменялось что-то, и благодарят меня, и мне это так важно, когда вы мне говорите: Юль, я послушала, и мне, или послушал, и это настолько, это про меня ты сейчас говорила там в этом раскладе. Это мне так важно. Поэтому, пожалуйста, делитесь, обратная связь мне нужна. Так, через отшельника что?
Я уже запуталась, какой это у нас ряд пошел-то. А, третий ряд уже. Отшельник. Работали над собой в отшельничестве. Молодцы, так и правильно. Нужно сначала свою жизнь, как, знаете, как, это перепросмотр жизни. Кстати, есть такая техника, перепросмотр жизни. Это у Карлса Кастанеды есть в книге. Я это делала. Это очень много дает энергии для того, чтобы вы вступили на свою дорогу. Давайте я вам дам сегодня эту технику, и вы пойдете по своему пути. Легче вам будет просто. Так, ценность что? Обрели ценность себя? Ну, это я смотрю прямо, и что это? Это люди к вам идут такие? Мужчины, для вас идет стабильная женщина, именно ценная для вас. Ну, вот самая лучшая для вас. А вы, мужчины, я опять мужчина. А вы, девушки, вы обретаете, да, такого человека к вам приходит. Такой человек. Это прям стабильный человек, фундаментальный. Ну, император. Он держит, как будто, знаете, весь земной шар в себе. То есть его невозможно с пьедестала скинуть. Вот так, наверное. Конечно, они бывают очень заносчивыми людьми. Ну, как заносчивыми, высокомерные. Но это от того, что человек, который к вам приходит, кстати, и мужчины, и женщины, к вам приходят люди, очень познавшие ценность себя. Поэтому с такими людьми уже невозможно будет по старому сценарию действовать. Ну, то есть в отношениях там, ну, это не прокатит это просто. Так, с любовью, что там проявление? Проявление к вам, девушки, проявление любви этого мужчины. Мужчина, переворачивайте на себя. В общем, все классно идет. Так, что завершение-то чего? Сейчас. Завершение, я так поняла, вот этого состояния, когда вы убитые были. Ну, многие просто валялись. Кто в депрессии, кто в болезнях, кто просто в полнейшем днище. Все, заканчивается это, все. Вот прям вот буквально вам... Ну, дня 4, дайте себе 4 дня, и вы выйдете в другое совсем. У вас уже выбор будет, в стабильность, в счастье идете. Обретение. Ну, это Творец уже сам вышел, да. Это когда Бог у вас. Бог есть любовь. Вот что у вас сейчас просыпается. Вот 4 дня себе дайте. Наполненность чувствами, довольство жизнью, вкус к жизни. Мне вкусно жить, мне прекрасно жить. И исполнение желаний. После того, как вы очень долгое время сидели в клетке, в жертве, в плену своих, я не знаю, судьбы, которую не вы выбирали, как будто бы. То есть сейчас я вам говорю, что вы можете, вы маги своей судьбы, вы можете из миллиона вариантов развития событий выбрать именно тот, который резонирует с вами. И вы выходите в свою звезду. То есть это исполнение заветного желания, заветная мечта, когда к своей звездности. Так. Ну, перерождение у вас идет, просто активное перерождение вашей души, трансформация, да. И семья по любви. Семья по любви. Кто заказывал себе прекрасный союз, будет у вас союз. Кто хотел именно, там, да мне уже не надо, хорошо, у вас просто будет в материи так фартанет, что вы будете прекрасно себя чувствовать, стабильно, богато и когда наполненность, понимаете, вот жизнью.
удовлетворенность, вот, полная. Уходите от любых конфликтов, от любых негативных сценариев, которые все равно могут прорываться в ваше пространство. Потому что, дьявол не дремлет никогда. Особенно, я хочу подчеркнуть, люди, которые слушают расклады, которые делают такие практики, они наполняются энергией. Их энергия, ваша энергия сейчас, я вам говорю, ваша энергия, она становится еще больше, еще шире, то есть ваша энергетика растет. Когда человек, как атомная электростанция внутри, вот такая энергия идет, темные, негативные сценарии, вот эти вот темные силы, они захотят этим поживиться. Поэтому всегда держите личную границы и вертикаль этого света внутри вас. Только любовь. Любовь сильнее всего. Себе как мантру. Когда вам плохо, когда страшно, когда больно, когда какая-то ситуация просто, которая вот выбивает вас, там, агрессия или еще что-то, любовь сильнее всего. Я хочу посмотреть ваши процессы именно куда вас выведут высшие силы в итоге-то после прослушивания этого курса. В тотальность, в расширение сознания, это еще высший суд, по высшему суду. Расширение сознания без иллюзий, вот что. Это когда человек настолько внутри себя, он наполнен вот этой любовью, светом, мудростью, и им невозможно управлять никак. Тотальность, что такое тотальность? Это когда вы занимаетесь каким-то делом и занимаетесь только им. Пусть это будет 5 минут, но тотально. Я занимаюсь только этим, не отвлекаюсь на телефончик, на гаджет, там, на что-то еще там. Нет. У вас происходит сейчас прорыв. А какой я задала вопрос? Куда вы идете? Высшие силы куда вас ведут? Или что вы дать? Я забыла. Все. Память моя. Прорыв. Все равно, в любом случае, ваш процесс. Прорыв. Когда, знаете, в сжатом состоянии, понятно, у многих было откладывание своей жизни на потом, состояние квадратной головы от мыслей, от переживаний, от того, что постоянные какие-то негативные эмоции по поводу своего детства, по поводу своего прошлого вообще, там, партнерства прошлого, семьи. Вот вы в этом постоянно варились. И это вас загоняло в плен. Вы сами себя повязывали как будто за руки, за ноги и не выходили из этого вот сжатого состояния, когда пленник. Потому что откладывали свою жизнь на потом. А сейчас у вас появляется игривость, мечта. Так, мечта о чем? Вы позволяете себе мечтать, боже мой. У многих состояние было замороженности, особенно мужчин касается. Вам почему-то вдолбили с детства, что мальчики не плачут, стисни зубы, но всегда иди вперед, будь победителем, чтобы у тебя никогда там не было. Господи, и мужчины, и женщины тоже переживают. И откаты у них бывают, и эмоциональные качели бывают, и переживания. На самом деле мужчины переживают даже глубже, чем женщины, потому что женщина, например, поплакала, она, и очистилась как бы, вот, а мужчина нет. Вы после вот этого замороженного состояния, когда душа ваша рвалась просто наружу уже, но вы были скованы льдом этим, вы приходите в свою невинность, чистоту. То есть это карта перерождения, это карта солнца вообще.
перерождения. Слушая тайные знания, которые вам даю я, вы обретете свою целостность. И все, я вспомнила. Терпение. Вы обретаете терпение, то есть вы понимаете, что это процесс, это путь, это протяженность во времени. То есть кто-то вот хочет все и сразу. Не бывает такого, все и сразу не бывает. Либо оно будет криво-косо, ну все и сразу, но криво-косо. Вам так надо? Нет. Вам нужно качественно, чтобы это на всех уровнях бытия отразилось, да? Причем в гармоничном таком аспекте. Поэтому терпение, товарищи. Просто понимаете, наблюдаете процессы. Да, сейчас я в откате, например. О, откаточка прилетела там. Ну, просто многие мне писали после определенных дней, например, прослушивания. У меня же все было хорошо, как же так, там, опять те же грабли. Просто знаете, это должно случиться для того, чтобы вы немножечко в себя опять погрузились, в себя, не вовне опять расплескиваете это все, о боже мой, и начинается какой-то скандал там на ровном месте, например, в семье какие-то терки бесконечные, с людьми вы начинаете выяснять, да зачем, вы понимаете, что вы сейчас в каком-то состоянии раздрая, значит, нужно повернуться к себе, посмотреть внутри меня, что меня так триггерит-то, что происходит-то, вот, у вас башня чего сейчас, хочу я узнать вообще, ну, я так понимаю, что это башня прошлой жизни. У вас башня шизофрении приходит. Шизофрения — это когда раздвоенное сознание, когда я не знаю, я красным или белым, к умным или красивым, ну, это я так вот прям совсем уж приземленными такими словами. Ну, это шизофрения. Ну, прям шизоид. Человек шиза, вот прям вот накрывает, и он сегодня он такой, завтра он такой. Это что, стабильность? Нет, это не стабильность. Это неуравновешенность, это полнейшая безресурсность и неумение управлять своей энергией. Потому что мысли — это тоже энергия. И вы идете в цветение свое, в цветение вас ведут. Вы уже защищены этим светом. У вас перерождение происходит. И пробуждение внутренней силы. Внутренней силы, да. Смерть чему? Вы сейчас, слушая эти расклады, возрождаетесь из пепла, как феникс, который пришел в какую-то точку. Вы горели, буквально, у вас все рушилось. У кого-то жизнь рушилась, у кого-то отношения, у кого-то семья разрушилась. Ну, это опыт тоже, да? Значит, вам, для вашей души, это самое лучшее, что должно было случиться именно с вами. Смерть приходит вот этому прошлому, копанием в прошлом, зависанием в прошлом приходит смерть. Вы обретаете гармонию, исцеление на всех планах бытия, крылья за спиной. Вас уже невозможно будет завиноватить. Вас невозможно будет никак завиноватить, манипулировать вами. Потому что манипулируют и мужчины, и женщины. Потому что вы обрели свою целостность внутри. У вас аура светящаяся, внутри вас свет есть. И даже если будет какой-то, знаете, порыв, что-то вам по привычной схеме сказать, например, ну это ваши прошлые, там, бывшие какие-нибудь, которые сами-то находятся вот в таком состоянии, поэтому они это транслируют в мир. Понимаете, счастливый человек не будет заниматься этой херней, не будет никогда. Он не будет негативить, он не будет слать проклятие, он не будет там вас обвинять в том, что ты
испортил мне всю жизнь, там, например. Нет, счастливый человек будет плыть по своему течению жизни, принимая, как бы не сопротивляясь планам Вселенной, осознавая, что весь мой, оказывается, прошлый опыт, все мои воплощения прошлые были нужны для того, чтобы в этом воплощении я стал творцом своего золотого пути души. Я больше не буду вытаскивать карты, вот к какому состоянию вы должны прийти, к Творцу. Творец в вас самих. И победа, и победитель. Вы победили ситуацию, вы победили свое прошлое, вы победили свои негативные все программы, вы победили темные программы. Так, практику я вам хотела дать, да? Смотрите, у меня здесь не просто тарелочка. Здесь вкусняшки, это орехи, это сухофрукты, инжир тут, изюм. А для чего? Это для вашего процветания. То есть это заряжено все на процветание. Кто будет меня слушать, кто будет смотреть это видео, то есть вы пойдете в свое процветание. Прямо сейчас. Потому что я заряжаю для вас свечами, солью очищаю, все правда, солью очищаю ваше пространство, вашу ауру. У меня есть эта способность. Ну, то есть я целителем работаю, поэтому если у вас какая-то есть какой-то запрос ко мне, пожалуйста, пишите в личку обязательно, я вам помогу в вашей ситуации конкретно. Обязательно, пожалуйста, напишите мне о вообще впечатлении об этом курсе, чем вам помогло. Вы можете это не сразу написать, но там, спустя время, когда наступит этот момент, и вы поймете, что ваша жизнь изменилась, пожалуйста, напишите мне об этом. Итак, есть техника такая перепросмотра. То есть я ее практиковала, узнала я о ней из книги Карлоса Кастанеды. Там как раз маг давал, Дон Хуан давал самому Карлосу Кастанеде вот эту технику для того, чтобы этот человек, Карлос Кастанеда, стартанул свою новую жизнь, как маг тоже, как чародей своей жизни, как человек, который управляет своей энергией, который может идти в материи. Для чего это вообще? Техника перепросмотра. Вы должны на листке бумаги написать, у вас несколько колонок будет. Сначала вы пишете ваше близкое окружение, людей, с кем вы столкнулись, вот близкий ваш круг, ближний круг. Дальше социум, кого вспомните. Можете, знаете, как по секторам, там работа, допустим, там хобби, там творчество, где вы там, может быть, пересекались. Конечно же, почему я об этом забыла, самое главное, любовные отношения всех партнеров и партнерш. Вспоминайте, выписывайте имена этих людей. Если сможете, конечно, всех вспомнить. Вот. И вы должны с каждым человеком попрощаться, в своем ментале именно попрощаться и забрать свою энергию назад. Ту энергию, которую вы отдали тому человеку, вы возвращаете себе. Поэтому это нужно обязательно сделать для того, чтобы у вас вот такой вот заряд энергии получился, и вы бы стартанули как ракета новая. Вы делаете вдох, вы вспоминаете имя человека, да, вот у меня сектор, допустим, там, близкие, семья, да, начинайте, мама, да, слева направо,
Вот так. То есть слева направо у вас получается вдох, вы берете через нос, выдыхаете через рот на правое плечо. Слева направо, слева направо. Я не знаю, как там по картинке будет, может быть, зеркальное отображение. Я вам говорю, слева направо всегда. То есть вдох вы берете, вы вспоминаете все абсолютно ситуации с этим человеком связанные и отпускаете его. Вы как бы заново перепросматриваете свою жизнь с ним, именно опыт взаимодействия с ним, потому что это же не обязательно там партнеры, да, вот. Ваш опыт абсолютно, то есть и энергию всю вы аккумулируете в себе, то есть вы забираете оттуда всю свою энергию, которую вы туда вбухали, потратили. Поэтому особенно я вас просто говорю вам, что вам поможет стартануть в новое. Не держитесь за бывших, в сад всех бывших нахер, потому что эти бывшие вам даны были для того, чтобы вы повернулись наконец к себе лицом, а не задницей, и начали действовать в своей жизни и идти по своему счастливому сценарию, по своей счастливой судьбе. Поэтому все, никаких бывших, никого не надо вот это. Вам идет новый человек, если вы об этом. Мужчины, а вы через вот эту технику обретаете свою, император. Император, энергия императора, знаете какая? Она огромна, то есть он управляет государством, он управляет стихиями, он правитель, то есть это победитель, это человек, который настолько фундаментальная личность, он берет ответственность, он процветает в материи. Императоры вообще, они не могут быть бедными людьми. Вообще бедные люди, я вам скажу так, сейчас два пласта информации дам. Сначала, значит, техника перепросмотра. У вас, я не знаю, сколько, смотря сколько у вас людей с вами коммуницировало, да, по жизни, много пройдет времени. Недели две это как минимум, то есть, чтобы всех вспомнить, кто вам там, как вы взаимодействовали с этим человеком. Даже малейшие какие-то, вот знаете, кого вспомните, вот прямо пишите вот эти имена, или как, если вы не знаете имя человека, а вот вспомнилась эта ситуация, то вы пишете вот именно ситуацию с этим человеком связанную. Например, там вы столкнулись с этим человеком, вы его не знаете, это незнакомец какой-то, и он что-то вот. И вот так делаете. Вы тем самым собираете внутри себя вот эту свою силу, которая разрознена по кускам в прошлых жизнях, в прошлых отношениях, где-то там застряли, постоянно возвращаетесь умом туда, и у вас поведение соответственное. Вы знаете, сколько людей на самом деле, они хотят начать новую жизнь, но они начинают, как только они начинают эту новую жизнь, старенькие люди из окружения начинают: куда это он собрался-то? В новую жизнь? Да ну нафиг, не. И начинается вам, прилетает просто там, оттуда, отсюда. И вы все равно, если у вас претензия к человеку есть, есть какое-то негативное, знаете, уже не хочется уже с этим человеком не общаться, ничего уже, просто оставь меня в покое. Но он вас триггерит, потому что у вас есть за что зацепить. И поэтому вы опять оказываетесь в этом сценарии, и более того, вы действуете точно так же, как 150 тысяч лет назад вы действовали вот с этим человеком, и у вас жизнь пришла в жопу полную. Точно так же вы сейчас действуете. Поэтому откаточку вот эту сразу ставьте себе защиту, ставьте вот так ладонь: нет, меня невозможно пробить сейчас. Я сейчас под защитой себя. И этот человек, к этому человеку посылайте, чувствуете, у вас прям поднимается что-то. Просто благодарите и отпускайте его. Благодарите и отпускайте. Я тебя благодарю. Ты мне ничего не должен. Я тебя отпускаю, ты свободен. И я свободен. Все. Ваша мантра. За месяц вы разрулите вот эти все ситуации, которые подвисли, завязли вы в них.
Так, что я какие хотела техники вам дать? Вот это да. Перепросмотр дала, что еще хотела? Что-то важное хотела сказать вам. Ребята, я вспомнила. Видите, как у меня вылетает? У меня вылетает не потому, что у меня с памятью что-то. Нет, это другое. Когда ты начинаешь разговаривать, вообще из потока идет информация вся, мне идет из потока. Я вам говорю сейчас, это и не по написанному. Это не то, что я сейчас придумала, ага, сейчас буду вам эфир вести. Нет, это идет из потока, поэтому выбивает прям вообще. Техника такая. Помощь другим людям. Смотрите, если вы помогаете какому-то человеку, можно помогать, например, там, благотворительность, покормить там, бездомного, неважно, сейчас я говорю про человека или живых существ, вообще покормить. Это самое лучшее, что вы можете сделать. Я однажды, кстати, так сделала. Просто я видела, что человек приехал в магазин на инвалидной коляске, видно, что у него был, не было денег у человека. Да пусть он даже алкоголик, неважно, это человек все равно передо мной. И я ему там купила каких-то этих, продуктов. Самого простого, но чтобы человек покушал хотя бы. И вы знаете, так удивительно было, у меня прям сейчас слезы на глазах наворачиваются, потому что я почувствовала, насколько доброта резонирует вообще. Потому что я об этом подумала, думаю, я сейчас ему куплю все это дело. Там хлеб, молоко, что-то такое, вот. Я купила. И вышла девушка, красивая, молодая, и тоже ему купила и хлеб, и что-то еще, то есть продуктов. И мы так в сумке ему раз, положили, так друг на друга посмотрели и поняли, насколько вот срезонировало это в одной ситуации. Вы не представляете лицо этого человека, у которого жизнь реально, на дне просто, на дне человек. Он не может себе позволить даже элементарные какие-то вещи, радость жизни. Потому что я видела, насколько страдает человек, страдает. И как осветилось его лицо, он благодарил нас. Он еще плохо разговаривает, потому что там, видимо, человек инвалид просто. Но его лицо, его глаза, они стали светлее. Потому что мы затронули самое главное, глубины его сознания, его души, а это душа бессмертна. И поверьте мне, люди, которые приходят в это воплощение и становятся в жизни, проходят самые жесткие уроки, это светлые души на самом деле. Эти души очень светлые, очень мудрые и древние. И им поэтому и накидывают самых больших испытаний. Вот так. Благодарность. Про силу благодарности я вам сказала, я хотела сказать про другое. Когда вы, например, делитесь, многие делятся вещами своими. Вообще в вещах человека заложен огромный потенциал энергии. То есть он, например, носил эти вещи, украшения, вещи. Уже в этих вещах есть ваша частица. То есть вы носили эти вещи. Соответственно, эти вещи пропитаны вашей аурой, вашей энергетикой, а это ресурс. И вы, например, даете эти вещи нуждающемуся человеку. Вот здесь нужно быть очень осторожным, очень осторожным. То есть вы должны давать вещи действительно тому, кто не без злого умысла будет ими пользоваться. Как-то, знаете, точечно. То есть вы знаете, например, что в этой семье, например, растет ребенок, к примеру, я говорю,
а у вас от детей остались многие вещи. Ну, вы спокойно отдаете и нормально, то есть, ну, это хорошо. Но есть вот такой момент, что вы отдаете свою вещь другому человеку, например, а он все равно, у него есть вот эта негативная прошивка, потому что он, если человек живет не в процветании, значит, у него куча программ темных внутри него, которые он не проработал, поэтому он живет в этом слое мира. Вы отдаете свою часть своей энергии через эти вещи, человек пользуется вашей энергией. Вам может казаться, что энергия вытекает куда-то, что да что ж такое там, вроде у меня все было хорошо, ну, фартило там, да, везде, я себя чувствовал хорошо, физически чувствовал хорошо. Вы отдали эти вещи другому человеку, ну и все, он часть вашей, как сказать, вашей звездности взял себе, и все. И он на этом же процветает, на этом ресурсе, на вашем, кстати. Вот, я точно говорю вам, вот свеча трещит, это значит, очень важная информация сейчас идет. Но хорошая новость в том, что такие люди не могут этой вещью пользоваться долго. То есть эта откачка энергии будет, ну, малое количество времени, потому что у них эти вещи приходят в негодность, просто в хлам. Вы, например, эту вещь 20 лет носили, ну, к примеру, я говорю, а тот человек за месяц ее так ушатает, именно потому что у него внутри вот этот негативный есть аспект. Он всегда будет через... Поэтому человек так и живет, например, там, в нищете или у него сыпется жизнь. Потому что есть в нем вот эта негативная прошивка. Поэтому я вам говорю, всегда чистите весь свой негатив, нафиг убирайте, благодарностью убирайте это все, солью себя чистите. Ну, солью там это просто больше внешний как бы слой. А так-то с сознанием, когда работа идет, это именно ну, до дна нужно идти. Итак, я вам дала самое главное знание сейчас. Как вы ими распорядитесь, это уже ваша ответственность. Ваша ответственность полностью. Я вам сказала все пути. Так, я вам дала самые главные ключи к пониманию, продвижению вас, в ваш золотой путь души. Пожалуйста, делитесь с теми, кому это действительно нужно, важно. Пишите мне, я все читаю ваши комментарии, все отзывы читаю, отвечаю по возможности. Если у вас есть какой-то вопрос, либо вам нужна именно моя личная консультация, пишите мне в Telegram. Вот, я там буду отвечать именно подробно, потому что ну, для этого и создан этот канал, Telegram-канал. И в принципе, любой мессенджер вы можете мне написать, то есть по моему номеру телефона. Вот. Жду от вас обратной связи. И всех вам благ, счастья, радости и любви. Чтобы пусть в вашем сердце всегда будет любовь, которая сильнее всего.